Приветствую всех на канале, меня зовут Наталья, и сегодня мы с вами делаем покраску лепнины и окончательный декор шаров. И, конечно, мне хочется показать, как все это сочетается вместе. Моя лепнина высохла. Изначально, если вы помните, я делала здесь часы, но мне захотелось изменить дизайн, я добавила птичек и замок. И все вот у меня тут тоже высохло. И красить лепнину я буду белой акриловой краской. Можно красить любой краской, которая у вас есть, потому что глина красится всем. Затем я придам отдельные блики. У меня такая штамповая краска есть голубого цвета. И рамочкам придам такой голубой оттенок. Можно брать просто краску любую и спонжиком почти сухим также это делать. И затем все покрою лаком. Я использую спрей-лак. С ним очень удобно работать и быстро. А сейчас все подробнее. Я беру немного акриловой краски, кисточку. Вот она у меня прямо белая-белая. Хотя лепнина у меня и так белая, но краска придаст ей еще более такой яркий оттенок. И просто кисточкой крашу. Не забываем про боковинки. Можно это делать спреем, если у вас есть краска. Также ускоряет процесс. Все боковинки, все красим. Лепнина потом становится немного такой мягкой, податливой. Крашу и рамочки, и, конечно, все фигурки. Также кисточкой, ничего сложного. И продолжаю работу. И также крашу рамочки, которые на шарах. Они уже приобрели форму, высохли. И продолжаю работу. Моя лепнина покрашена, отправляю сушиться. Акриловая краска обычно сохнет очень быстро. Моя лепнина подсохла. Достала еще раз часы. Я все-таки никак не могу решить, что же я хочу. Теперь я беру свою краску. Напоминаю, это для штампов. И вот так аккуратно провожу по краям. Можно это делать обыкновенным спонжиком, полусухим. Вот вы видите, у меня подкрашивается лепнина. Очень красиво. Можно больше, меньше, кому как нравится. И также вот эту лепнину подкрашиваю. Совсем так легонечко дотрагиваюсь. Все подкрашиваю и оставляю сушиться буквально 10 минут. Все у меня подкрашено. Беру спрей-лак и иду все закреплять. Надо хорошо встряхнуть баллончик и на расстоянии 25-30 сантиметров все покрываю лаком. И оставляю сушиться. Ну вот как все идеально у меня подходит. И цвет, и форма. Теперь можно приклеивать. Приклеивать я буду универсальным клеем. И наношу клей на рамочку. На края не наношу. Именно вот где у меня много места. Посередине вот нанесла. И сразу не подклеиваю. Даю клею, ну, совсем чуть-чуть постоять. Где я вижу, что можно еще подклеить. Как я говорила, чтобы у клея образовалась пленочка. Чтобы он затем у нас нигде не вылез. Клей нанесен. Пока тут все сушится, можно закрыть. Можно даже проверить. Вот еще чуть-чуть. У каждого клея есть своя консистенция, поэтому с каждым клеем надо работать индивидуально. И теперь можно расположить рамочку. Также сразу не прижимаю.
Даю ей чуть постоять. Вот теперь я могу все прижать, и чтобы закрепилось. И нигде никакого клея ни внутри, ни снаружи у меня нету. И даю закрепиться. Если вы вдруг видите, что где-то что-то не подклеилось, берем клей и вот так точечно по чуть-чуть наносим клея. Также не прижимаем сразу, даем клею чуть-чуть загустеть. И вот сейчас можно прижать. И смотрим, чтобы у нас все было подклеено. Проверяем. И все-таки у меня не будут птички, а будут часы. Я примерила с бантиками, и очень красиво получается. Так что подклеиваю часы. На часы также наносим клей. Здесь можно немного побольше клея, но на края не наносим, чтобы у нас случайно он никуда не вылез. И также сразу не приклеиваем. Даем клею немного закрепиться. Вот теперь можно подклеивать. Располагаю ровно. Не прижимаю сразу, как делали с рамочкой. Даю постоять и затем прижму. Ну и теперь можно подклеивать стразовую цепочку. Наношу клей. И укладываю вокруг часов цепочку. Даю закрепиться и затем по всему овалу. Лишнее подрезаем и обязательно края цепочки между собой склеить. Нам осталось подклеить бантики, и игрушки готовы. Бантики я здесь сделала на шаблон 9 сантиметров. Наношу клей как вот тут на макушку и немного на основание, чтобы бантик хорошо подклеился. Прикладываю бантик и прижимаю, даю ему закрепиться. Мои игрушки готовы, и мне очень нравится полученный результат. Все просто сочетается между собой, и все идеально. И, конечно, посмотрите, как сочетаются шары с камнями. Завтра урок будет на канале. Впереди еще несколько уроков по этому комплекту. Конечно же, я все расскажу и покажу. А на сегодня все. Надеюсь, видео вам понравилось, было полезным, и вы узнали что-то новое. Если это так, не забывайте ставить пальчик вверх, мне будет очень приятно. А также подписывайтесь на канал, включайте колокольчик, чтобы не пропустить самое интересное. А интересного еще очень много. Творческих успехов и до скорой встречи. Пока-пока.